Здравствуйте, друзья! Что такое карта СИУКР, зачем она нужна и можно ли получить ее уже сейчас? Разберемся подробно, простыми словами, без сложных юридических терминов и замысловатых формулировок. Но, как всегда, опираясь на действующую нормативно-правовую базу. Подпишитесь на канал, если тематика актуальна и интересна для вас, ставьте лайки и делитесь вашими мнениями в комментариях. Итак, друзья, эта тема в большинстве своем волнует многих украинцев, которые живут и работают в Польше с начала войны. Потому что карта СИУКР обещает стать новым этапом легализации для тех, кто до сих пор находится по статусу УКР. Давайте по порядку. СИУКР – это аббревиатура от польского выражения «часовое управление карты Rzeczy Pospolitej». То есть это карта временного пребывания. По сути, это новый документ, который планирует заменить статус УКР, действующий уже 3 года. Польские власти решили, что пора перейти от временной защиты к более стабильной форме пребывания. Именно поэтому и появилась идея карты СИУКР. Сразу стоит сказать, это не ВНЖ в полном смысле, но что-то очень близкое. Карта СИУКР позволит украинцам остаться в Польше на законных основаниях, работать без дополнительных разрешений и чувствовать себя более увереннее. Срок действия карты будет 3 года. Это значит, что получив ее, человек не должен будет каждый год продлевать документы, как это было раньше. Карта также дает право свободно менять работодателя, что особенно важно для тех, кто работает по трудовому договору или в сфере услуг. Для предпринимателей это тоже плюс. Можно вести бизнес без дополнительных виз и бюрократии. Однако стоит понимать, что карта СИУКР – это не автоматическая замена статуса УКР. Ее нужно будет получить отдельно, подав заявление через официальный онлайн-портал. Теперь самое главное, кто может претендовать на карту СИУКР. Польское управление по делам иностранцев уже опубликовало условия. Во-первых, заявитель должен иметь статус УКР не менее 365 дней подряд. Во-вторых, человек должен был иметь этот статус на 4 марта 2024 года. И, конечно же, статус УКР должен оставаться активным на момент подачи заявления. Это значит, что если вы выезжали из Польши надолго или ваш статус УКР был аннулирован, могут быть сложности. Также важно, чтобы у вас был зарегистрированный адрес проживания в Польше, потому что карта будет выдаваться по месту пребывания. Теперь главный вопрос, который интересует всех. Можно ли уже сейчас получить карту СИУКР? Ответ короткий. Пока нет. Хотя закон уже принят и правила уже опубликованы, но сама система подачи еще не запущена. Официально польские власти заявляли, что прием заявок начнется в 2025 году, когда заработает специальный онлайн-портал. На сегодняшний день, по состоянию на начало ноября 2025 года, сервис все еще находится в тестовой фазе. Это значит, что подать заявление через интернет пока невозможно. И если кто-то предлагает вам помощь в оформлении карты СИУКР за деньги, скорее всего, это мошенничество. Польское управление по делам иностранцев уже опубликовало предупреждение об этом. Они подчеркнули, что никакие посредники не имеют права собирать документы или брать оплату за регистрацию. Заявки можно будет подать только онлайн самостоятельно через официальный государственный сайт. Давайте разберем, какие преимущества вообще дает эта карта и стоит ли ее ждать. Первое – это стабильность. Если вы живете в Польше уже более года и планируете остаться, карта СИУКР станет логичным шагом. 3 года законного пребывания без необходимости продлевать статус. Это серьезное облегчение. Во-вторых, работа без разрешений. Сегодня украинцы со статусом УКР уже могут работать без специальных документов. Но этот статус временный. Когда Европейский Союз решит его отменить, многие останутся без легального основания. Карта СИУКР создает защитный механизм, даже если статус УКР закончится. Обладатели карты смогут продолжать жить и работать в Польше легально. Третье – возможность смены работодателя без уведомления властей.
Раньше для этого нужно было оформлять новые бумаги. С картой СИУКР это делать не придется. Есть еще и четвертое преимущество – доступ к государственным услугам. Владельцы карты смогут пользоваться системой медицинского страхования, оформлять пособия, записывать детей в школы и садики на тех же условиях, что и обладатели карты по быту. Но есть и важные нюансы. Переход с УКР на СИУКР может означать потерю части социальных льгот, которые предоставлялись именно по статусу временной защиты. Например, бесплатное лечение в некоторых случаях может потребовать уже оплаченного страхования. Также неизвестно, как Польша будет регулировать продление этой карты после 3 лет. Поэтому эксперты советуют не спешить с подачей заявления, когда сервис запустят. Лучше внимательно прочитать инструкцию, проконсультироваться в воеводском управлении или с юристом. Важно понимать, какие права вы получите и какие возможности можете потерять. Интересно, что инициатива карты СИУКР появилась не случайно. Польша сегодня – это страна, где проживают миллионы украинцев. Многие интегрировались, нашли работу, арендуют жилье, платят налоги, открыли бизнес и так далее. И власти хотят создать более понятный и прозрачный механизм пребывания для тех, кто действительно планирует остаться. Фактически, СИУКР – это мост между временной защитой и полноценным ВНЖ. Можно сказать, что это промежуточный этап легализации, своего рода тест для тех, кто планирует постоянное проживание. Если человек получит карту СИУКР, проживет эти 3 года без нарушений, работает и платит налоги, потом ему будет проще перейти даже на постоянное жительство. Многие украинцы уже ждут с нетерпением запуска этой системы. Но важно понимать, дата старта зависит от технической готовности самого портала. Польское правительство обещало, что сервис заработает в начале 2025 года, но сроки уже несколько раз переносились. Некоторые источники утверждают, что это может произойти ближе к зиме 2025-2026 годов. Что можно сделать уже сейчас? Проверить, действителен ли ваш статус УКР. Если вы долго отсутствовали в Польше, стоит подтвердить, что статус не утратил силу. Проверить песель, адрес регистрации и актуальность данных в системе. Эти сведения пригодятся, когда портал СИУКР откроется. Также стоит собрать основные документы заранее. Это паспорт, подтверждение песель, документ о проживании и, возможно, понадобится справка о трудоустройстве. Скорее всего, что она понадобится. Хотя полный список еще не опубликован, вероятно, он будет аналогичен стандартным требованиям для карты по быту. Теперь поговорим о мифах. В интернете уже ходит множество слухов. Некоторые утверждают, что карта СИУКР даст возможность свободно путешествовать по шенгенской зоне. Это неправда. Карта СИУКР даст право на пребывание только в Польше. Для поездок в другие страны Шенгена действуют те же правила не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Другие говорят, что СИУКР можно будет получить через знакомых или за плату. Это тоже ложь. Польское правительство четко заявило, подача заявлений будет полностью цифровой, без возможности подать через посредников. Если вам кто-то предлагает ускорить процесс, то скорее всего, что это мошенники. Еще один миф, будто карта СИУКР автоматически приведет к постоянному виду на жительство. Это не так. После окончания срока действия карты придется подавать новое заявление, либо на продление, либо на другой тип разрешения. Как будет, непонятно пока. Однако очевидно, что наличие карты СИУКР станет плюсом при переходе на ПМЖ, особенно если человек работал и не нарушал закон. Так что сейчас самое разумное – это ждать официального запуска и следить за новостями на сайте Управления по делам иностранцев. Там будет пошаговая инструкция, формы заявлений и список необходимых документов. Не торопитесь отдавать деньги псевдопомощникам, потому что государство обещает сделать весь этот процесс максимально простым и бесплатным. Итак, подведем итог. Карта СИУКР – это новая польская программа для украинцев со статусом УКР. Она даст 3-летнее законное пребывание, возможность работать без разрешения, менять работодателя и пользоваться большинством государственных услуг. Но подать заявление пока нельзя, онлайн-портал еще не запущен.
Получить карту можно будет только после официального старта системы. До тех пор важно сохранять действующий статус УКР, не терять регистрацию и следить за информацией на официальных ресурсах. СИУКР – это шаг вперед к более стабильной жизни в Польше. Он даст многим возможность наконец-то почувствовать себя не временным гостем, а полноценным участником общества. Но делать этот шаг нужно осознанно, без спешки, зная все плюсы и минусы. Если вы живете в Польше и планируете остаться надолго, следите за новостями, готовьте документы и не поддавайтесь на уловки мошенников. Когда система заработает, процесс подачи будет быстрым, прозрачным и бесплатным, как обещает польское государство. А пока главное сохранять спокойствие, легальный статус и веру в будущее. Потому что карта СИУКР – это не просто документ. Это символ того, что Польша готова принять украинцев не как временных переселенцев, а как равноправных жителей своей страны. Кто бы что ни кричал. Подпишитесь на канал, если тематика актуальна и интересна для вас. Становитесь правовым иммигрантом прямо сейчас. Ставьте лайки, если видео полезно для вас. И поделитесь вашим мнением в комментариях. Всем добра и до встречи в новом видео. Пока.